Тема видео — рефы. Для сокращения времени урока я подготовил простой компонент app, содержащий в разметке Product Class Component. Product Class Component — это классовый компонент, имеющий конструктор. В разметке есть заголовок, цена и кнопка. В этом уроке посмотрим, что такое рефы. Будем работать только с классовым компонентом. В следующем видео посмотрим работу с рефами в функциональных компонентах. Иногда необходимо получить доступ к реальным DOM-элементам или DOM-узлам. React предоставляет такой функционал. Это механизм рефов. От английского ref — это reference, указатель. Посмотрим, как работает атрибут ref. В классовом компоненте Product Class Component добавим атрибут ref и посмотрим, с каким аргументом будет вызвана callback функция. Запустим проект. Из результата вызова console.log видно, для HTML элементов атрибут ref передает в качестве аргумента HTML элемент. Мы не сохраняем указатель, а только выводим его значение в консоль. Сохранить ref, как и любую локальную переменную, можно в обычное поле классового компонента. Теперь в коде есть ref with title ref, который указывает на элемент h3. Мы можем обратиться к рефу в классовом компоненте. При клике на кнопку выведем в консоль with title ref. Мы научились создавать рефы внутри классовых компонентов. Атрибут ref можно использовать с HTML элементами и классовыми компонентами в render методе. Мы убедились в том, что ref работает с обычной callback функцией. Эта функция возвращает значение в зависимости от узла, к которому присваивается атрибут. Способ указывать функцию в качестве значения ref называется callback ref. Он помогает лучше понять работу рефов. В разработке на классовых компонентах можно использовать более короткую запись, метод createRef. Метод React createRef создает объект с полем current null. Теперь код выглядит проще, в нем больше нет callback функции. Атрибут ref под капотом использует простое условие. Если передана функция, то в качестве аргумента в нее будет передан узел. В другом случае узел будет присвоен полю current.
запись react create ref равнозначно записи current null. Более того, мы можем создать в таком объекте любое поле. Оно не исчезнет после монтирования компонента, а вот поле current после монтирования изменится. Рефы можно мутировать, а их изменение не приведет к повторной отрисовке компонента. Это может привести к коллизиям, поэтому рефы стоит использовать только при необходимости. В официальном руководстве React приводятся ситуации, в которых использование рефов для работы с DOM-элементами оправдано. Это управление фокусом, выделение текста или воспроизведение медиа, императивный вызов анимаций, интеграция со сторонними DOM-библиотеками. Ссылку на официальную документацию я прикреплю к этому видео. В следующих видео мы рассмотрим работу рефов, функциональных компонентах и способы передачи рефов в качестве пропс.